офицеры, здравствуйте. Офицеры. За подвиги и отличия по службе вы награждены государственными наградами. Поздравляю вас, желаю вам дальнейших боевых успехов, всего вам самого хорошего, берегите себя. Добрый день, товарищи офицеры. Продолжается выполнение задач специальной военной операции, наступление ведется на всех направлениях. Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, и в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов основную ставку делают на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных беспилотников. При этом подразделения объединенной группировки войск применяют их в среднем в 2 раза больше, чем противник. За 2 недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории. Наиболее упорные бои ведутся в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединения воинские части группировки развивают наступление на Добропольском направлении. Продолжается освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белецкая. В Гришино наши штурмовые подразделения в уличных боях уничтожают формирование противника, удерживающих позиции в этом населенном пункте. Кроме того, подразделения группировки «Центр» ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным. На других направлениях группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Освобождены 3 населенных пункта: Поповка и Сидоровка в Сумской области и Чугуновка в Харьковской. Соединения группировки войск «Запад» ведут активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности. Продолжается ликвидация остатков группировки противника, блокированные на восточном берегу реки Оскол. В этом районе освобождена Глушковка, ведутся бои в районе Новоосиново. На Краснолиманском направлении завершается зачистка от формирования противника населенных пунктов Дробышева и Яровая. Войска южной группировки продвигаются в направлении Славянска. Завершается освобождение Резниковки. Продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке. На Александро-Калиновском направлении освобожден населенный пункт Степановка. Группировка войск «Восток» развивает наступление в восточной части Запорожской области. Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединения группировки уверенно отражают атаки противника, формирования противника несут значительные потери. В феврале в зоне ответственности группировки войск «Восток» под наш контроль перешли населенные пункты Староукраинка, Придорожная, Залезничная и Цветковая. Группировка войск «Днепр» продолжает наступательные действия в направлении Запорожья. Освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморская и Запасная. Сегодня в ходе нашей работы рассмотрим результат выполнения боевых задач соединениями воинскими частями группировки войск «Центр» и уточним порядок дальнейших действий на Днепропетровском направлении. Приступаем к работе.